Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И вход, как всегда, пишется на сам смартфон, который я сегодня обозреваю. Это Motorola S20 Pro. В чем его плюс? Это Snap 870, это то, что он очень классно выглядит. У него довольно неплохие микрофоны, хорошая камера, не считая автофокуса. И, разумеется, с точки зрения железа он просто великолепен. Мало того, что у него рамка из алюминия, да, грани у него идут сверху покрытые пластиком, но это не критично. Мало того, что он интересно выглядит, очень выгодно его покупать. Он нереально дешево стоит, но чтобы вы четко понимали, я бы хотел отметить самую главную деталь. Это Lenovo. Я его не советую, несмотря на все его плюшки, потому что неизвестно, что с ним будет завтра. Точнее, известно лично мне, ему будет кирдык, потому что при каком-нибудь следующем обновлении он начнет лагать еще больше. На данный момент он лагает больше всего с автофокусом. Остальное — цвет, блеск, красота. Но смартфон уже не новый, NFC оплата есть, кому это интересно. Очень хорошие баллы в Antutu, отличные баллы во всех стресс-тестах. 5G поддержка, кому она нужна, хотя большинству 99,9 в периоде людей в России она не нужна. По большому счету все. Я надеюсь, что вы посмотрите обзор на этот смарт. Motorola я купил еще 3 модели помимо этой, вы сами просили, я этого делать не хотел, потому что считаю их не оверпрайсом, цена максимально выгодна, но я считаю их бесперспективными, потому что их купила Lenovo. С другой стороны, у Lenovo есть смартфоны топовые, возможно, и эти станут такими же, но те игровые, а этот нет. Всем добра, смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А сегодня я официально заявляю, я сломался. Я, как уже и говорил своим подписчикам, что я закупился телефонами Motorola в количестве, получается, 4 моделей. И это первая модель на моем канале, о которой я буду рассказывать. Я рассказывал о их часах. Я считаю, что этот бренд в плане ПО, программного обеспечения, мертвый, но его усиленно оживляют. Кто, зачем и почему, я, скорее всего, вам расскажу в ролике. Насколько хорошо у них это дело все получилось, также поделюсь с вами. Но я думаю, что, в принципе, я даже спойлерну вот так вот молча в начале, правда? Вы не против? Понимаете, да, кто пытается их оживить? Тщетно в каком-то смысле. Почему? Потому что я сейчас имею на руках телефон, который по неясным мне причинам мало того, что с побитыми углами, так он еще и был вскрыт. Притом не мной. Магия. Химией пахнет немного. Вскрываю дальше. Зарядник убогий, но, возможно, он на какие-нибудь космические количества ватт. Нет, неплохо, 33 ватта максимум. Очень даже неплохо. Кабель, разумеется, Type-C. Учитывая стоимость данного смарта, я его, по-моему, брал в районе 18 тысяч, это не удивительно. За сколько конкретно, как всегда скажу в ролике, потому что я сходу даже не помню. Когда ты покупаешь чертову тучу девайсов, невозможно запомнить все, к сожалению. Очень интересная скрепка, первый раз такую вижу. Странно, что я на это обращаю внимание, но как user experience из разряда что-то не как у всех уже есть. Зарядник странный, как будто маленький, но по-настоящему на 33 ватта. Странная скрепка, но интересная. Телефон сразу в чехле, скорее всего, по той причине, что мне, наверное, Google сервисы накатывали, или что они хотели от этого телефона, я не знаю. Разумеется, сразу с крышки снимаю все наклейки. Они мне не нужны, вам они тоже не нужны. Крышка не продавливается. Что я сразу увижу в салазках? Мне интересно, они прорезинены, и возможно здесь запихать только 2 симки. Никакой карты памяти нет. Ну, наверное, они считают это не эконом-классом, ладно. Никакого инфракрасного порта нет, никакого мини-джека нет. Качелька регулировки громкости чуть-чуть люфтит, кнопка питания не люфтит. И, разумеется, что мне еще 2 момента нравятся сходу, даже без включения. Я вижу маленькую фронталку, и я вижу, что они наклеили сюда сразу не на экран водопад, что очень хорошо, а на прямой экран пленку. Заводская пленка — это всегда хорошо. 189 граммов все это дело весит. Даже не сербский, даже Россию можно выбрать. Ну, вообще, вещь. 163 мм в высоту, 76 мм в ширину, без блока камер 8,2 мм, с блоком камер 10,6 мм, это более чем адекватно. Вспышку двойную мы видим сразу видим, что здесь у нас располагается микрофон, запускается все довольно быстро, рамки
почти равномерно, никакого подбородка я здесь не вижу, и меня начинает нервировать, что у Lenovo, мне кажется, с этой моделью получилось. Потому что если получилось, и мне придется это признать, мне также придется признать, что я зря его не покупал. Смотрим. Всем привет, еще раз, меня зовут Саня, канал Польза.нет, а сегодня я расскажу вам о смартфоне, который я долго и упорно не хотел покупать, Motorola Edge 20 Pro. Китайская версия, к слову. Полетели. Поставляется данный девайс в 3 вариантах корпуса. Телефон имеет угловатую форму, в руке лежит удобно. Тыльная часть выполнена из 3D стекла, рамки по заявлению производителя из алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Корпус марки относительно не скользкие, материалы качественные, как и сборка. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, качель регулировки громкости, которая расположена чуть выше кнопки питания. Далее USB Type-C, совместимый с USB 3.1. Внимание, не все флагманы так могут. iPhone, вспоминаем, что там с лайтнингом, правда? 3 микрофона, основной динамик на нижней стороне, звучание в данном случае моно, и это такой приличный фейл, учитывая стоимость аппарата. Разговорный динамик, сделанный еле приметным, функциональная кнопка с левой части, и из коробки по нажатию происходит вызов Google Ассистента. Можно ее переназначить, я считаю это лишней штукой. И последнее — это слот на 2 сим-карты. Никакой карты памяти сюда запихать нельзя. Имеется номинальная защита от пыли и влаги IP52, салазки здесь прорезиненные. Аппарат оснащен дисплеем OLED на 6,7 дюйма, он огромный, с разрешением 2400 на 1080 точек. Имеет он 10-битный цвет и HDR+. Закрыт дисплей защитным стеклом 2,5D Corning Gorilla Glass 5 версии с неплохим олеофобным покрытием. Рамки сделаны очень приятным решением, они параллельно одинаковые, из-за чего создается впечатление, что подбородка в принципе нет. И при этом размеры самих рамок по мне минимальны. Плотность пикселей составляет 396 ppi по Antutu, прямо шик. Встречается и выше, но там уже не особо и важно. До яркости хватает с головой, автояркость работает плавно и точно подстраивается под освещение. В этом смысле они хорошо отработали. Частота обновления экрана в 144 Гц, притом разницы с 90 Гц или 120, если честно, я не вижу. Задержка при касании 576 Гц. Это у нас тач такой. То есть смарт мы будем причислять к суперигровым, что говорит о том, что данный смартфон просто машина. DC-диминг в наличии. Шим с DC-димингом равен на 100% яркости 4%, на 58% и минимальные 14%, на нуле 7%. Под разными углами тон картинки слегка бросает в желтый оттенок. Возможно, это именно в моем экземпляре, но вот так. Покупал я, конечно же, на Али все это дело. Управление жестами и разделение экрана на борту. Клавиатура достаточно комфортная для использования. Мультитач берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев срабатывает стабильно быстро. Завести данные одного и того же пальца несколько раз возможно. Распознавание лица долго думает, прежде чем разблокировать экран. По сравнению с OnePlus это прям не фонтан. И сопровождается это тактильной отдачей в виде тройной вибрации. Внести биометрические данные можно исключительно одного лица. Летим дальше. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой, разумеется, 5G, как и в Poco F3. По Antutu техпроцесс 7 нанометров, 8 ядер, а максимальная тактовая частота здесь 3,1 ГГц. Графический процессор здесь Adreno 650, интерфейс Android 11, который изредка подлагивает, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 6, 8 и 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и доступна 128 и 256. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G, Bluetooth версии 5.1, не 5.2, но почти последний. И также поддерживается NFC и Google Pay из коробки, что хорошо. Мобильную связь ловит отлично, бенды 7 и 20 есть. Напоминаю, что у меня китайская версия, но все, что касается Китая, удаляется в течение 1 минуты. Вибра хорошая, но не настраиваемая. Из навигации на борту GPS от GPS LTE PP, SAPL, GLONASS и Galileo. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра в городских условиях среди высоток. Стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора равна 4500 мАч. В PC-марке смартфон выдал ровно 7 часов, а осталось 20%. При этом тест я проводил на космических 144 Гц и, как обычно, на максимальной яркости. За 10 минут подзарядки от родного адаптера на 30 Вт набегает 16%, за 42 минуты 75%, а полностью смарт заряжается за 1 час 10 минут. Беспроводной зарядки не завезли, за час игры в Genshin Impact улетает 24% при 144 Гц, на максимальной яркости и на высокой графике 30 FPS. Играть было достаточно комфортно, хотя за все время игры яркость не понижалась, сильно не нагревался. По тестам в тротлинг-тесте показал 209 гипсов минимально, максимально 339 гипсов, в среднем 269 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке в сингл-коре 167, в мультикоре 613, в 3D-марке показал Wildlife 4212, Wildlife Extreme 1216, Wildlife Stress Test 4206, Wildlife Extreme Stress Test 1214, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu получается неплохой результат в 579 тысяч попугаев
почти 600. В сторидж-тесте показал 44 тысячи, результат стресс-теста вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 камер. Основная на 108 мегапикселей, телеобъектив на 8 мегапикселей и сверхширик на 16 мегапикселей. Поле обзора здесь 119 градусов. Запись основного модуля доступна в максимальном разрешении 8К и 24 FPS. Космос. В смарте имеется оптическая стабилизация, но это все на бумаге, как вы понимаете. Фронталка на 32 мегапикселя расположена в верхней части по центру экрана. Она небольших размеров, и в целом мы уже привыкли к подобному расположению. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. Пример съемки фронтальной камеры Motorola S20 Pro. И что и требовалось доказать, очень близко снимает. Нет ширика, нет варианта уменьшить картинку. И если вы будете снимать с одной руки, фактически то, что на заднем плане, понятно, мылит все, это вечер снова Мурина, но уже западная его часть. Пиксели, шумы, но не так все печально, как могло бы быть, с одной стороны. С другой стороны, мне не нравится, что телефон нужно очень далеко от себя держать, для того, чтобы в кадр попадала не только часть вашей головы. А расширить картинку никак, в отличие от тех же Samsung. С одной руки, как снимает, вы видите, стаб здесь отрабатывает максимально посредственно у фронталки, что неудивительно, если с двух рук снимать, то будет примерно так. Бороду видно, я думаю, хорошо. Но в целом могло быть лучше. Ожидал лучшего, скажу так. Неплохо, но ожидал намного лучше картинки. Motorola S20 Pro. Очень сложно здесь все с настройкой видео. Лично для меня непривычно. Не похоже на все. Можно при съемке одновременно переходить на ширик, что круто, но опять же не во всех разрешениях. И X5 не максимум, но, кстати, не такое лютое мыло. Если делать X20 максимум, то, разумеется, мыло в вечернее время, сами видите, нечего его охарактеризовывать даже. Можно, кстати, одновременно с этим еще фотографировать одновременно со съемкой. И также ставить видео на паузу. Это все программно. Никаких дополнительных для этого действий совершать необходимости нет. Съемка, кстати, ведется сейчас в Full HD. Возможно и 30 кадров в секунду. Возможно, съемка в 4К. Сейчас сниму в 4К, чтобы вы понимали, как будет съемка в 4К вестись. 4К 60 FPS, та же локация. Единственная разница, разумеется, здесь нельзя использовать ширик. Минимальная работа стабилизатора. Увеличивать максимум можно в этом режиме до 4,5. Притом включается автоматом аудио-зум. И никаких X20 нет, хотя ничего плохого в этом я тоже не вижу. Фронталки пока не нашел даже, как менять разрешение, но вот так как есть. Единственное, по основной камере, разумеется, я не делал съемку 8К 30 FPS, 60 FPS возможности нет, 8К в принципе. Вы прекрасно понимаете, что бесполезно, особенно на смартфонах. Вот так примерно диодики, если вы будете Новый год отмечать, у вас будут видны. Неплохо снимает, но не лучшим образом. Но с другой стороны, что хотеть от фронталки? Еще немного фронтальной камеры. В чем особенность еще у Motorola-Lenovo? Это в том, что автофокус, как я уже говорил в ночном тесте, работает не фонтан. Это раз. Два. Увеличение в X50, понятно, цифровое. Тупит просто жесточайшим образом. Я не знаю, сейчас оболочка у меня вызывает улыбку. То есть на данный момент я могу сказать, пользоваться смартом можно, особого дикого кайфа нет. Но самое главное, что интересует меня и я думаю вас, что будет со смартфоном где-то через полгода после всех обновлений. Обновления они все равно выходят. Тест основной камеры Motorola и съемка с двух рук. День. Максимально урбанистичный вид. С одной стороны нехорошо, с другой стороны неплохо. Почему? Потому что примерно то же самое видит как минимум 120 тысяч человек, проживающим в городе Мурино. Автофокус, еще раз повторяюсь, работает плохо. Сейчас я на HD специально снимаю, не на 4К, и все равно автофокус не справляется, к сожалению. День 4К 60 FPS. Сейчас попробуем еще раз с автофокусом, который, может быть, в 4К будет справляться лучше. Нет, не хочет.
Может быть ближе. Вот ближе, да, возможно. Но вы видите, как долго он перестраивается. Когда поюзаешь Samsung, а сейчас я новый Samsung тестирую, после него, даже после, не знаю, недавно был Realme Neo 2T. Очень медленный автофокус. По поводу стаба вы видите, стабилизация может быть и не совсем плохо отрабатывает с двух рук. Но я вижу микрофризы, я вижу, как сильно, видите, прыгает фокус от снежинок. Но это ненормально и такое редко бывает. Я, по-моему, первый раз вижу у телефона. Напоминаю, что Smart выпускается уже не первый день. Это к вопросу и ответу сразу на 1000 вопросов, которые мне задавали. Саня, почему ты не покупаешь Motorola? У них такое топовое железо. Ну, в Infix и подобном тоже, и в TCL тоже просто волшебное железо. На бумаге, опять же. А реализация примерно такая же, если не хуже. Ну, про них я тоже буду рассказывать, наверное. Потому что новинок мало. Еще 3 Motorola впереди. OnePlus 9 RT. И, в принципе, можно уже... нет, потом там несколько Xiaomi-шек. Так что смотрим канал, смотрим и выбираем себе и друзьям смартфоны. Но, наверное, не Motorola. Минусы: нет стерео, нет разъема под мини-джек, вибро не настраиваемые, просто лютый автофокус. Это не рабочий автофокус, потому что аппарату уже не один день и не один месяц, и его до сих пор не допилили. Думаю, с новыми прошивками лучше он не станет, потому что помним, что это Lenovo. Цену по ссылке в описании к видео смотрите сами, потому что она плавает. Она сегодня может быть $500, завтра 600, а послезавтра 400, за который я и покупал. В конце концов, сейчас будет распродажа 27 числа. Если кого-то данный аппарат заинтересует, то сможете приобрести с промокодами, опять же, из телеги. Смотрим телеграм-канал по ссылке в верхней, либо в описании, либо в прикрепе, и прицениваемся, потому что промокоды я уже выгрузил на 27-е. Кстати, в начале января опять будет сейл, не знаю для кого, может быть, кто-то в пьяном угаре будет что-то покупать, но они его планируют на 7 число, так что если вы решите что-то купить в конце декабря, знайте, в январе через неделю практически опять сейл. Резюмируя, в сравнении с другими смартфонами этого же ценового сегмента, Motorola S20 Pro достаточно неплох и может конкурировать со многими аппаратами. В использовании данного устройства достаточно комфортно, интерфейс привычный, все в рабочем состоянии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть для обзора. Девайсу не мое, но да, почему не мое? Потому что за эти деньги ленововский девайс даже с надписью Motorola я бы брать не стал. Были у меня их часы, теперь смартфоны, и вроде бы все на 90% супер, но эти 10% с автофокусом и пониманием того, что в принципе данный смарт будет ими заброшен в перспективе. Опять же, по моему субъективному мнению, потому что у них кривые руки ППО, я бы себе не брал. За эти деньги я бы нашел что-то другое, этого другого моря. Xiaomi, который я не особо люблю за MIUI, но с другой стороны Realme с UI кому-то меньше нравится, чем Xiaomi, но однозначно они уделывают по полной бедную Motorola. Но у вас может быть другой взгляд. Поделитесь им внизу, может быть, кто-то купил. Во всяком случае, если вы уже пришли к тому, что вы покупаете какой-нибудь мрачный Infix или TCL, то, скорее всего, лучше Motorola. Ладно, тогда в этом случае да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.